Всем привет, я дома. Есть кто-нибудь? Что, никого нет? Я что, дома совсем один? Да это же значит, что теперь наконец-то можно заняться действительно приятными делами. Синяя Машка с пассажирским в Савелово, зеленый 2Т10. Это кто там такой добрый в 8 ночи звонит? Алло. Короче, ты должен снять видео про станцию Южный порт. Про станцию Южный порт? Но ведь я уже снимал видео про станцию Южный порт 2 года назад. И оно не набрало даже 4000 просмотров. А это значит, что людям не интересно смотреть про заброшенную станцию в центре Москвы. Им не интересны заросшие рельсы, подъездные пути, ведущие бог знает куда. Не интересны им мостовые краны, неинтересны им портовые краны, неинтересны им промышленную архитектуру 30-х годов. Зачем мне тратить полдня, чтобы снимать никому не нужный контент? Ну, ты же знаешь Руса? Выхожу прямо сейчас. Всем привет! Нет места лучше, чтобы начать очередное видео про станцию Южный порт, чем перегон Люблино Южный порт. Только я сюда приехал, и уже поезд на Южный порт. Это вам не какая-нибудь станция Бойня, где уже 300 лет не ездили поезда, о которой я рассказывал в своем блоге на Дзене. Посмотрите ссылочку в описании. Это вполне себе живая, во всяком случае на фоне Бойни, железнодорожная станция в центре Москвы в районе Печатники. И сегодня я, как и обещал 2 года назад, расскажу вам, что еще интересного есть на станции Южный порт, помимо гейтов, депо Печатники, сортировочные горки и заброшенных парков. Я Игорь Абросимов, это канал Блог ЖД-фотографа, и мы начинаем. Не самая моя лучшая футболка, надо это исправить. О, совсем другое дело. Поехали. Куда же подевался товарняк? Я уже вижу пустые парки станции, где нет ни одного вагона. Неужели уехал проездом на Угрешскую? В любом случае, скоро мы это узнаем. А пока что хотелось бы напомнить содержание прошлого видео, которое, конечно же, можно посмотреть, просто ткнув на ссылочку в описании. Прошлое видео было записано в ноябре 2021 года, когда я вечером приехал на станцию Южный порт, чтобы сфотографировать зеленый тепловоз 2М62У0022. И попутно записал видео, в котором показал вам гнилую сортировочную горку, сортировочный парк, а также гейт в депо Печатники Московского метрополитена. Но, к сожалению, в тот день быстро стемнело, а потому я не показал вам и половины станции Южный порт. Надеюсь, сегодня удастся это исправить. И первое изменение налицо. Например, пропала будка стрелочника, которая, я напоминаю, выглядела вот так. И стояла как раз где-то примерно здесь. Это один из недействующих подъездных путей, который ведет, понятия не имею куда. Как ни странно, шпалы и рельсы здесь в относительно хорошем состоянии, хотя и покрыты слоем ржавчины. Давайте же посмотрим за ворота и узнаем, куда ведет этот неиспользуемый подъездной путь в кустах. Ясности больше не стало. А в этом месте к станции Южный порт примыкает подъездной путь в депо Печатники Московского метрополитена. Посмотрите, насколько здесь все прекрасно выкошено и вычищено от сорняков. Очевидно же, что он используется. И, кстати, это хороший повод пройти здесь при дневном свете, а не как в прошлый раз с фонариком мобильного телефона. А ты, велосипед, жди меня здесь.
сожалению, как и в прошлый раз, без поездов метро. Опять какие-то непонятные полувагоны. Скукотища какая-то. Ну-ка, кто там живет? Вы кто такие? Я вас не звал! Идите на... Следует обратить внимание на такой артефакт, как табличка маневрового светофора с объемными буквами и цифрами. Как же здесь все-таки красиво. Дикие травы, цветочки, пчелки, шмели летают, пауки висят в траве. Прямо не железнодорожная станция, а экопарк какой-то. Покруче даже, чем в Зарядье. Лично мне очень нравится. А я стою на заброшенной сортировочной горке, которую показывал вам в прошлом видео. Здесь ничего не изменилось, она такая же заброшенная и заржавелая. Ух ты, поезд едет сюда. Интересно, он едет на Южный порт или куда-нибудь дальше? Сейчас мы с вами это выясним. Судя по тому, что едет уже второй поезд, Южный порт далеко не заброшенная станция, в отличие от бойни. Это рельсоукладочный поезд, и сейчас мы посмотрим, куда он поедет. Делайте ваши ставки. Ставка первая, он останется на Южном порту и будет здесь что-то строить. И ставка вторая, он поедет дальше на Угрешскую. Скоро мы это с вами узнаем. Оцените этот чудесный лес из светофоров за моей спиной. И попробуйте сосчитать, сколько там светофоров. На станции довольно много светофоров с современными светодиодными огнями, что еще раз доказывает жизнеспособность станции. Вряд ли в ближайшее время ей грозит закрытие. Чему мы, конечно, можем с вами только порадоваться. Еще один подъездной путь. Уже второй, и это помимо подъездного пути в депо Печатники Московского метрополитена. Промышленность на станции, как мы можем видеть, существует. Как вы можете видеть, этот подъездной путь ведет на какие-то склады. Понятия не имею, что там находится, и ходить туда не имею ни малейшего желания. Локомотивов там все равно нет, что там делать-то? Да и вообще, на станцию Южный порт сегодня с подвижным составом как-то туговато. Грузовой поезд уехал на Угрешскую, следом за ним проследовал и рельсоукладочный поезд, и на станции остались стоять только несколько полувагонов и заброшенные вагоны рефрижераторной секции. Кстати, Шурик, граффити так себе, мог бы что-нибудь более красивое нарисовать. Продолжаем исследовать станцию Южный порт. Я нахожусь, видимо, в маневровом парке, который обслуживает депо Печатники и вот эти два других предприятия. Ох, какая же она огромная станция Южный порт. Вот как посмотришь, как представишь, что когда-то она была вся забита вагонами, локомотивами, Т3, Машки, паровозы. Аж дух захватывает. А теперь это всего лишь грустный заросший пустырь. Какое нерациональное использование пространства РЖД, а ведь можно было организовать здесь музейный комплекс, свести сюда все экспонаты с ныне закрытого музея на Рижском вокзале, Р2Р7054, ВЛ10-1535 и кучу еще всего можно было бы здесь разместить. Построить здесь огромный навес, чтобы все это находилось не под открытым небом, и вуаля, отличный объект притяжения для москвичей и в особенности для фанатов красивых поездов. Но нет, пусть лучше здесь будет вот такая вот чудесная заброшка. Можно до заката наслаждаться вечерним солнышком на этой чудесной платформе, потягивая компотик, которого, к сожалению, у меня нет. Но пора двигаться дальше, чтобы исследовать главное предприятие, образующее станцию Южный порт. Южный порт. Осталось только разобраться, как мне вместе с велосипедом выбраться из этих дебрей. Ну что же, я не ищу легких путей. Один факт, что я пришел на эту станцию, уже это ярко доказывает. Даже удивительно, что один из путей, ведущих через горочный парк, до сих пор иногда используется. Да, он такой же заросший, но здесь есть следы раздавленных растений. Меня, Шерлока Холмса в области железной дороги, никто не сможет перехитрить.
Не менее удивительно и то, что на этих заросших путях все еще работают выходные светофоры. А за моей спиной панорама той части станции, которая все еще эксплуатируется. Здесь 7 путей, из которых на 3 есть небольшой накат, а 4 так и вовсе новые. Что еще раз напоминает нам о том, что станция, судя по всему, в ближайшее время закрыта не будет. Хотя, с другой стороны, мы же живем в России. Здесь нередко случается такое, что объекты закрываются после ремонта. А я иду по одному из используемых путей станции в сторону станции Угрешская, где начинается подъездной путь Южного порта. А это какая-то старая заброшенная будка. Мне кажется, отличная идея посмотреть, что у нее внутри. Покрышка? Не слишком интересно. И ведь эту покрышку туда кто-то принес и положил. Вот людям энергию девать некуда. В Википедии написано, что с 2014 года грузовые операции на станции Южный порт не производятся. Возможно, я чего-то не понимаю, но если операции не производятся, то почему тогда на территории депо Печатники стоял вагон? И почему открыты ворота цементного завода? Или что это такое? За моей спиной четная горловина станции Южный порт. И здесь можно видеть сразу 2 английских стрелки, а также глухое пересечение. Механизмы, которые не слишком часто встречаются на наших железных дорогах. И вы сразу можете видеть, какая часть станции используется, а какая нет. А прямо по курсу находится перегон Южный порт Угрешская, а влево уходит таинственная ветка на Южный порт, куда я сейчас и попробую сходить. И судя по тому, как блестят рельсы, здесь есть небольшой накат. Видимо, туда что-то иногда заезжает. Меня не перестает удивлять тот факт, что подъездной путь в порт почищен от травы. Неужели здесь что-то ходит? Во всяком случае, маневровый светофор работает, и на нем даже установлены новые светодиодные огни. Нет, не ходит. Москвичеводы ставят лайк за ИЖ-2715. Не действует подъездной путь, не действует переезд, и туалет дежурного по переезду тоже не действует. Отличное применение для использованного шампура. Итак, господа, я иду по ныне недействующему подъездному пути, который ведет к Южному порту Москвы. Сейчас здесь ничего не поедет, а потому это, видимо, будет рубрика «Пустые перегоны». Зато у меня есть фотографии 2012 года, сделанные прямо вот в этом месте, где самоходный железнодорожный кран едет куда-то с грузовой платформой. И пока еду к своей цели, к Южному речному порту, а также к реке Москве, пожалуйста, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, а также заглянуть в мой телеграм-канал, где я выкладываю анонсы новых публикаций, как на ютубе, так и на Дзене. Справа от меня тоже когда-то были железнодорожные пути, но сейчас я даже не стану пытаться туда пролезть, потому что дорога туда лежит через сточную канаву и какие-то странные огромные кусты. Вот еще одно разобранное ответвление. Знать бы, куда оно вело в свое время. Но теперь это уже останется загадкой на всю оставшуюся жизнь. А впрочем, если вы знаете, можете написать в комментариях. А это, друзья мои, не что иное, как весы для взвешивания железнодорожных вагонов. Давайте же посмотрим, есть ли там что-нибудь интересное внутри. Пожалуй, это единственное незаросшее место в этом парке. Вполне ожидаем. Открывать неизвестные люки – отличная идея. Ничего интересного. Как вы относитесь к тому, что в Москве до сих пор есть места, попадая в которые ощущаешь себя героем постапокалиптического, чтоб тебе пусто было, постапокалиптического кино. Черт бы тебя подрал.
Как вы относитесь к тому, что в Москве есть места, попадая в которые ощущаешь себя героем постапокалиптического кино? Мне кажется, это здорово, что можно сменить обстановку вот так просто, приехав на станцию Печатники или Текстильщики и немножко прогулявшись пешком. Ну и, конечно же, прогуливаясь по подобным местам, всегда воображаешь себе, как интересно здесь было при жизни, какие здесь были локомотивы и вагоны, впрочем, это я уже говорил. Я пересекаю путепровод, на котором лежит улица с интересным названием «Проектируемый проезд номер 1423». Ох уж и фантазия этих называльщиков улиц. Хорошо, что хотя бы не улица Карла Липкнехта или не улица Ленина. Очередное ответвление с ручными стрелками и с поваленным деревом, и с каким-то небольшим ангаром для локомотива или чего-нибудь другого. А эта штука называется сбрасывающая накладка. Она нужна на тот случай, если вдруг вагоны случайно укатятся. Таким образом, вагон наедет вот на эту штуку и сойдет с рельсов. Уж лучше он сойдет с рельсов, чем покатится дальше туда на станцию и наворотить там делов. Судя по Яндекс.Картам, чтобы выйти к набережной, нужно пойти по правой ветви, что я и сделаю. А потом схожу на левую, если кто-нибудь мне не помешает. Мотор на тележке неизвестного назначения. Мне все еще не верится, что это Москва, а не железнодорожная ветка Санкова-Будугач, где поезда ходят в лучшем случае раз в пару часов. Прикольно все-таки, что в Москве можно увидеть такую картину. Я оказался, судя по всему, на территории южного речного порта города Москвы, который встречает меня вот этим огромным грейферным ковшом. А раз так, хорошо бы рассказать вам что-нибудь интересное из истории этого местечка. Так, в 1937 году было закончено строительство канала Москва-Волга, и город Москва получил глубоководный доступ к реке Волге, в связи с чем сюда начали прибывать крупнотоннажные грузовые суда. Наконец-то запомнил факт из Википедии. Таким образом, в городе возникла необходимость приема таких судов, погрузки и разгрузки. Первый объект Южного речного порта был сдан в эксплуатацию в 1939 году, а строили его заключенные. Южный порт получил комплекс для перевалки грузов с судов на железнодорожный транспорт, а также крупную сеть подъездных путей, которая сохранилась до наших дней, но, к сожалению, не используется. Также здесь есть и пассажирская инфраструктура, а именно здание речного вокзала 1932 года постройки, которое, правда, с 2008 года уже не функционирует. О да, какая крутая архитектура из 30-х годов, какие потрясающие формы, какая красивая крыша, какие красивые камни, какая крутая деревянная дверь. Интересно, можно ли зайти внутрь? Сейчас проверим. Какая потрясающая ручка. Открыто. В здание меня не пустили, но, в принципе, там и смотреть не на что. Там даже нету какой-нибудь крутой лепнины или чего-нибудь такого, чего ожидаешь от здания 30-х годов. Ну и ладно, посмотрю сейчас на Москву-реку. Речной трамвайчик Москва, заброшенный портовый кран и заброшенные подъездные пути. Вот этим чудесным фасадом здание речного вокзала встречало когда-то пассажиров теплоходов. Потрясающе красивые арки, флаг и герб Южного порта. Даже не верится, что такое красивое здание находится в столь заброшенном и запустелом месте. Да и вообще, эта набережная гораздо приятнее, чем Кремлевская набережная в центре Москвы, с ее вечными толпами туристов, с самокатами, велосипедами, с кучами автомобилей, с пробками и с шумом. То ли дело набережная Москвы-реки в Южном порту. Машины шумят где-то там, за деревьями, а здесь плещется водичка и щебечут птички. Помните, с той стороны здания была чудесная деревянная дверь с очаровательной ручкой, которой я так долго восхищался. А теперь посмотрите на это пластиковое убожество и скажите мне, ну как можно было крутую дверь заменить на вот это? Камон, и это главный фасад здания, он встречает пассажиров теплоходов. Почему они должны выходить из теплохода и смотреть на ужасную пластиковую дверь вместо крутой деревянной двери? Возмутительная порча архитектуры. Что хотелось бы сказать про Южный порт Москвы? Однозначно рекомендую к посещению. Это очень антуражное и красивое место, притом не туристическое, а потому, придя сюда, вы найдете не только красивую архитектуру и своеобразные памятники, а также спокойную Москву-реку, но и уединение, умиротворение и спокойствие. Можно сюда прийти с девушкой и приятно провести время. Особенно, если ваша девушка ценит крутые старые фонари вроде этого. И знаете, что-то очаровательное даже есть в этом немененном годами асфальте. Как будто бы он хранит историю порта, когда здесь гуляли пассажиры теплоходов или работники порта. И я не вижу ничего страшного в том, что он немножко зарос травой.
Все-таки это не парк Зарядье, а Южный речной порт. Какое незаслуженно забытое красивое место в Москве. И, конечно же, здесь прячется очередной памятник Ленину. Куда же без Ленина? Вот такой крутой речной порт есть у нас в Москве. Вы не поверите, но я сам только что переоткрыл его для себя. Надеюсь, вы уже захотели здесь побывать. А если так, то вы можете написать мне в любую доступную социальную сеть. И мы с вами об этом договоримся. А теперь посмотрим, куда ведет путь по стрелке налево, на дом ответвления, где я пошел в Южный порт. А ведет он на какие-то стоянки и склады. Мне кажется, вряд ли я что-то здесь интересное обнаружу. Ну вот мы с вами выяснили, что ответвление влево вело непосредственно к причалу, где осуществлялась перевалка грузов из судов в вагоны и, вероятно, наоборот. Сейчас пути заросли травой, и я понятия не имею, когда в последний раз здесь были вагоны. Я хотел закончить, но нашел еще один подъездной путь. Надо посмотреть, куда ведет он. Но абсолютно точно могу сказать одно. В 2012 году, когда я здесь гулял, он уже не действовал. Welcome to the jungle. Та-ра-та-ра-ра. Tended to the animal. Down the way. Та-ра-ра-ра. Та-ра-ра-ра. For money, honey. Jungle. Welcome to the jungle. Ставьте лайк, если примерно так же вы знаете все иностранные песни. Я думал, здесь конец пути, однако ж нет. Путь продолжается. Идем дальше, господа. Пока не упрусь в ворота или пока меня кто-нибудь не остановит. Эти заросли как бы говорят мне «You shall not pass». И я не пойду дальше. Все равно по Яндекс.Картам я посмотрел и узнал, что дальше за этой засыпанной стрелкой тупик. Видимо, эти два пути тоже когда-то использовались на территории порта для отстоя вагонов или понятия не имею для чего. Если вы знаете, пишите в комментариях. А в этих железнодорожных дебрях Москвы я с вами прощаюсь, друзья. Надеюсь, продолжение ролика про станцию Южный порт оправдало ваши ожидания, и вы не забыли поставить лайк и подписаться на мой канал. С вами был Игорь Абросимов и блог ЖД Фотографа. Смотрите другой контент на канале. До новых встреч и увидимся в следующем видео. Спасибо за просмотр.